Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале 3D Go, и сегодня мы с вами будем разбирать, как работает и где нам можно применить модификатор Lattice. Этот модификатор нужен для упрощения деформации высокополигональных моделей. Смотрите, у меня есть высокополигональная сюзанка. Как вы видите, здесь очень много полигонов. И мне, например, в этой сюзанке нужно увеличить уши или уменьшить глаза. У меня есть первый вариант, это взять кисть и начать вот эти глаза выделять, да, и потом увеличивать их. Но чтобы сделать все это ровно, у меня уйдет на это очень много времени. Итак, здесь мы нуждаемся в применении нашего модификатора Lattice. Давайте зажмем Shift-A и добавим Lattice, сетка. Нажимаем 3 и переходим в вид сбоку. Расширяем ее, нашу сетку, до такой степени, чтобы она охватывала всю голову. Вот так. Давайте пойдемте в настройки сюда и изменим разрешение нашей сетки. Я поставлю 10, 10 и 10. Вот так. Как вы видите, наша сетка теперь имеет 10 разделений в ширину, 10 разделений в длину и 10 разделений в высоту. Переходим в вид сбоку и увеличиваем нашу сетку вот так, чтобы наша голова полностью была внутри этой сетки. Нажимаем единицу, расширяем опять нашу сетку вот таким образом. Как вы видите, у нас получилось такое кубическое пространство, которое разделяется на маленькие кубики. И теперь нам нужно привязать нашу сетку к нашей сюзанке. Выбираем нашу сюзанку, идем в окно модификаторов и выбираем модификатор Lattice. В окошке Object мы выбираем нашу сетку и смотрим теперь, что происходит. Если мы выберем нашу сетку, перейдем в режим редактирования и начнем ее увеличивать, то наша сюзанка вместе с сеткой будет увеличиваться и уменьшаться. Итак, давайте посмотрим, как мы можем деформировать нашу высокополигональную модель с помощью модификатора Lattice. Допустим, я нашей сюзанке хочу сделать глаза пошире. Я иду и выбираю точки, которые наиболее близко находятся к глазам. Нажимаю 1 для вида спереди. И теперь увеличиваю расстояние между нашими точками. Как вы видите, наши глаза тоже плавно и красиво деформируются. Теперь давайте сделаем нашу сюзанку такой китаяночкой. Вот так. Переходим в вид спереди. И давайте подтянем ее глазки наверх. Выбираем точки около носа. Вот здесь. Как вы видите, мы можем увеличивать, уменьшать наш нос, двигать глаза, уши. Все, что хотим. По сути, мы на любую высокополигональную модель можем наложить такую упрощенную сетку. И уже с помощью нее деформировать любую часть нашей модели. Теперь, когда мы закончили деформировать нашу модельку, нажимаем Tab, переходим в Object Mode, выбираем нашу сюзанку и применяем наш модификатор. Теперь мы можем удалить сетку
И как вы видите, наша моделька, она осталась деформированной. Для сравнения давайте я добавлю простую сюзанку. Давайте мы сделаем ее высокополигональной. Вот так. Применяем. И смотрите. Вот это наша сюзанка до деформации. Вот здесь мы ее деформировали. Как вы видите, деформация высокополигональной модели происходит красиво, плавно и без особых затруднений. Вот и все, ребят. Наш урок подошел к концу. Если он вам понравился и был вам полезен, то ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал и обязательно пишите свое мнение в комментариях. А мы увидимся в следующем видео. Всем пока!